Оккупанты не зашли в Купенск, у Госдумы новый враг и как ФСБ провоцирует россиян на преступления. Будьте осторожны. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта, самые важные и интересные новости. Как палятся пропагандисты, показывая якобы героя из Дагестана и одновременно признавая огромное количество потерь на фронте. Что вышло из разговора Трампа и Байдена, о чем они молчали раньше. Купенск и Курахово. Кому перешел контроль над населенными пунктами? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Оккупанты не зашли в Купенск, утверждают в Генштабе сил обороны Украины. По информации украинского военного командования, Купенск и Ильинка Донецкой области остаются под контролем украинских сил, и в их окрестностях продолжаются ожесточенные бои. Об этом же говорит и глава обладміністрації. Куп'янський напрямок у нас залишається по Харківській області одним із найважчих. Там постійно йдуть штурмові дії ворога, постійно йдуть бойові дії. Значить, так, вчора була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи, значить, ворога. Було кілька, скажімо так, десятків ворожої техніки. На сьогоднішній час, за повідомленням військових, вся вона знищена. Значить, наразі тривають заходи щодо зачищення фактично території і виявлення, можливо, так, залишків так, російських солдат на тій безпосередньо території. Значить, стосовно бойових і штурмових дій, частина з них йде і по цей час, значить, і знову ж таки повторюся, це найскладніший напрямок наразі на лінії нашого фронту. На півночі території фронт стабільний, хоча і знову ж таки ворог так само проводить активні штурмові дії, не такі численні, однак все одно намагається проникнути вглиб нашої території. По тому напрямку втрат наших фактично територій не допущено. Сервис Deep State ранее заявлял о захвате россиянами Ильинки и продвижении на нескольких направлениях вокруг Курахова, включая села Дальнее, Новодонецкое и Трудовое. В среду, 13 ноября, они также показали видео попытки российского штурма Купенска, где, по данным аналитиков, силы обороны Украины разбили российскую технику, хотя около 15 солдат РФ временно укрылись в жилых домах города. Генштаб ВСУ в ответ утверждает, что российским войскам не удалось закрепиться в Купенске, а оставшиеся силы были уничтожены. О ситуации в Купенске и в целом на линии фронта мы поговорили с военным экспертом, который внимательно следит за всеми событиями на линии соприкосновения, с Денисом Поповичем. Вчера была информация о том, что российские войска, переодевшись в форму украинских войск, попытались под этой личиной прорваться в Купенск и там закрепиться. Вот, с этой ситуацией разобрались, эту группу, этот десант удалось уничтожить, и на сегодняшний день Купенск полностью под контролем украинских сил находится. Однако тут нужно понимать, что вот, как видим, россияне находят возможность для того, чтобы прорываться, и для того, чтобы пытаться занять позиции. Если бы у них бы это получилось сделать, это было бы очень опасно, потому что тогда они бы накопились бы там и уже могли бы вести наступление с новых позиций. Это их обычная тактика. Малыми группами прорываться, просачиваться. И если их не успевают уничтожать, они закрепляются. Значит, дальше пополняют вот этот прорыв и уже начинают там этот плацдарм расширять. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении посадить Украину и Россию за стол переговоров. По словам конгрессмена от Флориды Майка Уолтса, Трамп нацелен на прекращение войны и готов предложить свой подход к урегулированию конфликта. Уолтс, вероятный кандидат на пост советника по нацбезопасности в новой администрации, подчеркивает, что Трамп намерен завершить конфликт, а не углублять его. В последние дни перед выборами Трамп неоднократно обещал, что сможет остановить войну за 24 часа. Западные издания уже обсуждают несколько возможных сценариев такого мирного плана. The Wall Street Journal предположили, что Трамп предложит Украине отказаться от вступления в НАТО на ближайшие 20 лет в обмен на поставки вооружений. При этом предполагается уступка 20% украинской территории. В то же время The Telegraph сообщает, что Трамп может обратиться к европейским странам с просьбой создать буферную зону между армиями Украины и России. Эксперты
Эксперты отмечают, что предложение Трампа может предполагать временное перемирие, но не полноценный мир, тем более не окончательное решение, выгодное для Украины. Все это вызывает ожесточенные споры в международном сообществе, а мы в нашем телеграм-канале спрашивали ваше мнение о том, приведет ли мирный план Трампа к реальному завершению войны. Ваши ответы распределились следующим образом. А для того, чтобы резюмировать эту тему, мы поговорили с военным экспертом Денисом Поповичем. Плана какого-либо сейчас вообще нет. Ни у Трампа, ни тем более Российской Федерации. Украинская сторона в лице президента Верховного командующего Владимира Зеленского определяла план победы, да, то есть он был показан и Верховной Раде, и он был показан международным партнерам. Но когда мы говорим о Трампе, там, судя по всему, пока еще никакого конкретного плана нет. То, на мой взгляд, это все измерение температуры по палате. Средняя температура по палате. То есть вот мы выдвигаем версию. Например, заморозка боевых действий на актуальной линии фронта и, 20 лет не вступления, моратория на вступление Украины в НАТО. Такая же версия звучала, да, например. Помним, да? Вкинули эту версию, посмотрели, как реагируют. Записали, как реагируют. Вкинули следующую версию. Записали, как общество реагирует. И в Украине, и в России, там, и все заинтересованные стороны. Кинули третью версию. Снова зафиксировали реакцию всех заинтересованных сторон. Потом все это будет каким-то образом просуммировано, положено на стол или не положено на стол. И вся эта совокупность уже тогда может влечь какую-то, создать какую-то основу какой-то дорожной карты, какого-то плана, который потом будет обсуждаться. Президент уходящий поговорил с президентом будущим. Трамп и Байден провели первый разговор. Он был сердечный и содержательный, говорит пресс-секретарь Белого дома. Я уже упоминала, что в начале встречи обсуждалась национальная безопасность, обсуждались вопросы внутренней политики. У меня была возможность поговорить с президентом в овальном кабинете прямо перед тем, как выйти на этот пресс-брифинг, потому что я хотела уточнить, чем президент хочет поделиться со всеми вами. Так что все, что я говорю, санкционировано, если хотите, президентом. Он хотел, чтобы вы все знали, что избранный президент был любезен, пришел с подробным набором вопросов. Это был, повторяю, содержательный разговор. Но я хочу сделать небольшой шаг назад, потому что очень важно отметить, и вы услышите еще не раз. Президент подчеркнул важность плавного перехода. Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сильная и стабильная Европа, противостоящая агрессорам и диктаторам, жизненно важна для того, чтобы США не оказались втянутыми в новую войну, как это уже происходило дважды в 20 веке. ФСБ под видом украинцев подстрекает россиян к преступлениям. Медиа публикуют доказательства таких провокаций. Проект «Первый отдел» обнаружил, что сотрудники ФСБ под видом украинцев провоцируют россиян на подрыв госбезопасности. Эти данные содержатся в приговоре жителю Орла Ивану Толпыгину, которого обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Толпыгин получил 4 года колонии и штраф в 500 тысяч рублей за взаимодействие с неназванным представителем Украины, который, как выяснилось, действовал под прикрытием ФСБ. В материалах дела указано, что Толпыгин поддерживал связь в Телеграм с пользователем по имени Тимур, который представился украинцем, но на самом деле был агентом ФСБ. Он не просто провел оперативный эксперимент, но и вынудил Толпыгина отправить ему координаты российских военных объектов, тем самым подталкивая к преступлению. Адвокат Евгений Смирнов из Первого отдела подчеркивает, что такие действия нарушают закон, запрещающий склонение к противоправным действиям. Судебные материалы подтверждают, что Толпыгин после начала мобилизации искал способы сдаться в плен, а также заходил на украинские ресурсы вроде проекта «Хочу жить», созданного для помощи российским военным. Именно это привлекло внимание спецслужб. Смирнов считает, что ФСБ допустила явный провал, оставив в приговоре следы провокации, что является запрещенным методом. По данным Первого отдела, такие провокации со стороны ФСБ становятся массовыми, и дела о госизмене возбуждаются после прямого участника сотрудников спецслужб, выдающих себя за единомышленников антивоенно настроенных россиян. Под удар попадают пользователи соцсетей, состоящие в оппозиционных и антивоенных пабликах, которым агенты ФСБ через соцсети предлагают обменяться компроматом или склоняют к радикальным действиям. Ну а как думаете вы, насколько допустимо использование подобных методов в работе спецслужб? Пишите ответ в комментарии. Правда, интересно знать ваше мнение.
Мария Колесникова готова написать прошение о помиловании. Белорусская политзаключенная рассматривает возможность подачи прошения о помиловании. Об этом сообщил ее отец в интервью после встречи с дочерью. Он отметил, что состояние Марии относительно нормальное и что ему наконец удалось ее обнять. В ходе встречи они обсудили возможность подачи прошения о помиловании, и Мария размышляет над этим шагом. В конце октября на саммите БРИКС Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту BBC, что готов рассмотреть прошение Колесниковой о помиловании, если она осознает свою вину и подаст соответствующее обращение. Мария Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы в 2021 году после протестов, последовавших за президентскими выборами в Беларуси 2020 года. Глава Дагестана вручил награду оккупанту, который говорит, что 3 недели удерживал оборону самостоятельно на своей позиции. Интересно, что героизм разведчика-сапера из Дагестана, как его представляют пропагандисты, заключается в том, что он удерживал позицию после уничтожения своего подразделения. То есть выжил он один. Это подчеркивает большие потери в российской армии. Основном ночью нападали они. Утром там легче было, а ночью не поймешь, с какой стороны тебя нападали. Они просто толпой надвигались, гранатой закидывали. И еще птичка ждала, пока я высунусь, чтобы она гранатой закидывала. Ну, их по-хитрому хотели меня выкурить оттуда. Потом приезжала Баба-Яга, которая большие танки закидывает, танковые мины. До утра закапывала, меня. В эту дырку она кидает сюда, земля падает вся в эту яму, она закапывалась, и до утра приходилось уже откапываться обратно. А вы бы выдержали 3 недели в окопе, питаясь луком? Да, и если вы знаете, где найти лук в окопах, тоже пишите в комментарии. Интересно будет узнать ваши предположения. Южная Корея пересмотрит планы по военной помощи Украине после победы Трампа на выборах, пишет Bloomberg. Сейчас Сеул внимательно следит за тем, какой подход выберет новый президент США, чтобы адаптировать свою политику к возможным изменениям внешнеполитического курса Вашингтона. Ранее Южная Корея предоставляла Украине только гуманитарную помощь и рассматривала возможность поставок вооружений в ответ на действия Северной Кореи. Но с избранием Трампа, известного своими заявлениями о необходимости пересмотра американской поддержки Украине, Сеул ожидает конкретизации новой политики США, прежде чем принимать окончательное решение о военной помощи Киеву. Южнокорейские официальные лица подчеркивают важность координации с Вашингтоном вопросов безопасности и внешней политики, особенно в свете возможных изменений в подходе США к войне в Украине. Сеул намерен продолжать поддерживать Киев, но формат и объем этой поддержки будут зависеть от дальнейших шагов администрации Трампа. В Госдуме выбрали нового врага. Проблемы с демографией в РФ связаны с ожирением. Лишний вес затрагивает 27% россиян. Еще 25% имеют проблемы с лишним весом. Серьезнейшая проблема. Я хочу еще отдельно отметить, что у 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения. Без пристального контроля за ними решить вопрос демографии невозможно. Это связано напрямую. Все это провоцирует гигантские расходы системы здравоохранения, считают в Госдуме. Значит, нужно не просто бороться с последствиями, а решать ее в самом начале, превентивно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.